Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Василий Волга на связи. Василий Александрович, приветствую вас. Мои приветствия вам, Александр, и вашим зрителям. Всем большое спасибо, что присоединяетесь к прямому эфиру. Прямой эфир — это возможность и вопрос задать, и, конечно, не только там лицезреть, а еще и поучаствовать в эфире. Все это очень просто. Если хотите, то, пожалуйста, QR-код возле меня, возможность, никого не дожидаясь, написать прямо на экране канал «Поддержать». Если, в принципе, поддерживаете смотрение Шелеста, то вам в Телеграм-канал закрытый, тоже в качестве поддержки всего основного, так сказать, творчества, и там отдельная когорта зрителей обсуждает происходящее. В общем, это QR-код, который с другой стороны. Также абсолютно открыто в сообществе YouTube. Традиционно, и как всегда, по этим вопросам пройдемся. В конце 100%. Ну и, конечно, чат трансляции присоединим. Начнем с опроса в этом чате трансляции, и он ознаменует нашу самую главную новость. Ну так подают. Самое главное же, что произошло. Зеленский отправился на Кипр, чтобы лично поприсутствовать. Ну прям, кто-то скажет, что инопланетяне прилетели, что-то несусветное, что-то такое. Да, выделили кредит 90 миллиардов, согласовали все окончательно, и 20-й пакет санкций ввели против России. Перемога, кричит из Кипра в Украину Зеленский. Ну а люди, которые там пробираются сквозь блокпосты ТЦК, которые там очередной там радуются очередному повышению курса евро, ослаблению гривны и вот этому всему безобразию, потому что стреляют на каждом углу, наверное, очень возрадовались. Так вот, что означает вот этот кредит 90 миллиардов, спрашиваем сегодня, и в конце подведем итоги. Варианты. Все очень быстро закончат, а потом скажут: о, видите, Россия испугалась, такая мощная поддержка от стран Европы, и все, перемога. Второй вариант. Это отмашка настоящей мясорубки. Вот если можно было там как-то... Сейчас у нас такая пауза оперативная, многие об этом высказались, а теперь все. Ну, то есть настоящая мясорубка. Третий вариант. Украина может просто удержать линию фронта. То есть это оттяжка по времени, и могут там пятясь назад, не пятясь назад, ну, в общем, сдержать Россию. И вот за этим эти 90 миллиардов. И четвертый вариант. Украина сможет даже что-то отвоевать. Ну, выход на границе 91 года описать не стал, но вот какие-то такие существенные за этот счет будут успехи. Вот такие 4 варианта. Проголосуйте, пожалуйста. В конце мы подведем итоги. Василий Александрович, что думаете насчет того, что дружба качнула, и денежки Зеленскому разблокировали? Ну, прежде всего, я хочу поздравить венгров и словаков с тем, что они оказываются в рамках нормально действующих экономик, поскольку без нефти из нефтепровода «Дружба» они бы этого не получили. Конечно, это огромная заслуга Орбана. Орбан, ну и, конечно, Фицо, который к нему подключился, они, в общем-то, дожали Зеленского со всем его враньем о том, что был поврежден вроде как этот нефтепровод. Это первое. Второе. Ну, я, понимаете, не попадаю ни в одно, наверное, из предложенных вами, ни в один из предложенных вами ответов. Вот, потому что цифры, знаете, штука упрямая. Цифры говорят следующее. Только запланированный дефицит бюджета украинского на этот год составляет 45 миллиардов евро. Это если в пересчете на евро, а не на доллары. 90 миллиардов евро, которые сейчас принято решение выделить, ну и, скорее всего, первые деньги поступят, они также продолжают находиться под большим вопросом собрать их в полном объеме, учитывая стремительно ухудшающееся экономическое положение Европы в связи с войной между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Так что сколько денег? Даже по официальным данным мы получаем, что из 90 миллиардов за 2 года в Украину поступит 35 миллиардов. Вот при дефиците бюджета в 45 миллиардов долларов ежегодно, то есть в этом году, поступит только 17,5 миллиардов евро в самом лучшем развитии событий. То есть если они будут получены. Поэтому уж точно этих денег не хватит для военного прорыва. Уж точно этих денег не хватит для какого-то такого фундаментального перевооружения Украины. Удержать позиции тоже представляется очень проблематичным. Вот. Я, знаете, если нельзя своего написать ответа, мой бы ответ был такой. Это никаким образом не поменяет положение дел
и ситуация на Украине будет стремительно ухудшаться дальше. Это был бы мой ответ. Вот. Ну, а так я бы, наверное, знаете, согласился с тем ответом, что вполне возможно в ближайшее время подписания мирного соглашения. Для меня это крайний срок сентябрь. Особенно если до сентября не закончится противостояние Запада, ну, Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Вот. И тогда для того, чтобы оправдать свою позицию, возможно сказать, русские испугались 90 миллиардов, и поэтому мы подписываем мирное соглашение. Ну, вопрос только, что будет в этом мирном соглашении, Василий. Конечно, конечно. Ключевой вопрос. Ключевой вопрос. И здесь, меня, знаете, скажу честно, буквально вчера был такой достаточно серьезный разговор с представителями двумя аналитического сообщества Российской Федерации. Вот. И, общий вывод, я бы сказал, такой. Я чувствую из этого разговора, что общественное мнение и аналитическая среда Российской Федерации готовы к подписанию мирного соглашения. Готовы к подписанию, опять-таки, на каких условиях? Тут же тоже очень интересно. Конечно, Донбасс, политическая элита, российское политическое руководство, вернее, скажем так, российское, будет настаивать на необходимости выхода украинских войск со Славянска, Краматорска, Дружковки. Из Донбасса. Но, скажем, экспертная среда и все более зреющее общественное мнение, оно серьезно сегодня начинает давить на руководство России, чтобы подписали мир на любых условиях. То есть, любыми условиями подразумевается по линии разграничений. Это я вам говорю свои впечатления от вчерашнего разговора с аналитиками в Российской Федерации. Каким на самом деле будет решение политического руководства, трудно сейчас прогнозировать. То, что официальные российские медиа нагнетают сегодня очень серьезное давление для удара по Европейскому Союзу, это факт. Но это не означает, что общественное мнение ими формируется. Есть очень серьезные опасения, приблизительно, эти цифры, они такие, знаете, я услышал их от аналитиков, я спрашиваю, где вы их взяли? То есть, кто именно эти цифры посчитал? Но мне не говорят. Говорят, что это какие-то закрытые исследования. Я в это не очень верю. То есть, мне дайте цифры, чтобы я на них посмотрел, кто это сделал. Можно доверять этим социологическим опросам или нельзя? Так вот, около 30% очень жестко. И эта позиция жесткости против войны все сильнее и сильнее в Российской Федерации. Приблизительно 30% из этого разговора, я понимаю, это те, которые радикально настроены вплоть до ядерного удара по Европейскому Союзу, 30% колеблющихся. То есть, соответственно, действия, которые сегодня, эта агитационная кампания, лидером которой, конечно, есть Соловьев, Караганов, то есть эти люди, которые давят усиленно, а это борьба за 30% колеблющихся. И как шатнется эта часть этих 30% колеблющихся, от этого очень во многом зависит, каковы будут условия в итоговом мирном договоре между Украиной и Россией, если он будет. Опять-таки, смотрите, тут же тоже сейчас нужно отдавать себе отчет о том, что, давайте честно, удары наносятся, ущерб виден незримо по территории Российской Федерации. Ущерб по Украине не виден зримо, его скрывают. Обстрелы же каждый день. Сегодня прилетело в железнодорожный узел в Кривом Роге, на ЖД-станцию. Также административное здание. Там каждый день Запорожье выносят, Днепр. Нам только показывают, что попали в жилые дома. Да? Но, судя по количеству ударов, мы понимаем, что нас же любят процентами фигурировать. Да? Мол, смотрите, там ТЦКшники не лютуют, это только там 5%. Так давайте посмотрим на обстрелы точно так же. То есть, а куда прилетает? Понятное дело, что не говорят, военная цензура. В России тоже не говорят, да, но в России, если прилетело, попало куда-то в нефтяное что-то, станцию перегонную, там, Горьковскую или в Туапсе, то это просто видно, тут ты уже не скроешь. Понятное дело, что нефть горит, это все экологическая катастрофа и так далее. Поэтому медийный эффект, он как бы достигается. Смотрите, мол, у
у нас перевес, это наши санкции, кричит Зеленский в своих видеообращениях. Но по факту урона Украины мы не представляем на самом деле. И выглядим такой боксерской грушей, которая все нипочем. Но этот урон же нужно как-то подсчитать, нужно каким-то образом понять и осознать. Более того, мы в последнее время вообще пришли к тому, что урон вообще строю, ну так, строй неправильно, укладом жизненным в Украине нанесен такой, на который вот сейчас обратили внимание. И не без помощи ментов, которые резко-резко начали оправдываться за трагические, перевернувшие полностью отношение к системе государственные случаи на выходных с вот этим стрелком в Голосеево. Я, если честно, я вот хотел с вами обсудить, а потом думаю, ну подождите, а зачем мне брать их прям поток, как из пулеметная очередь? Там стрелец какой-то там ходил, собак расстреливал, там из окна стрелял во Львове, там еще где-то. И это каждый день, вчера, сегодня. Они такое ощущение включили по максимуму вот эту, скажем так, историю. И давай, говорит, мы работаем, смотрите, вот мы задержали одного, вот того. А так человек посмотрит со стороны и скажет, елки-палки, так бардак в стране, он стал проявляться, а это урон. Полиции не доверяют, полиция пытается тужиться из последних сил показать, что она работает, потому что, мне кажется, вот за вот эти последние дни почувствовала угрозу власть в самом широком смысле слова на Украине. Какие мысли у вас по этому поводу? Да, конечно. Когда я выше говорил о том, что ситуация на Украине будет стремительно ухудшаться и дальше, я имел в виду и экономическое положение, и положение финансирования армии и обеспечения боеприпасом. Также имел в виду и общую общественно-психологическую ситуацию, если можно так высказаться, как там социальные психологи это трактуют. Ну, то есть общие депрессивные, глубокие депрессивные настроения, которые выливаются в жесткую агрессию. Агрессия будет становиться все больше и больше. Но тут вот какая вещь. Зеленский и, да, и знаете, в том числе и высшее политическое руководство Европы уже принял перерождение Украины в концентрационный лагерь. Вот это важно понять. Важно понять, что То есть уже... это дали 90 миллиардов в кредит концлагерю? Конечно, конечно. Здесь произошла следующая торговля. Зеленскому поставили четкое совершенно условие. Ваше Министерство обороны само заявляет, у вас еще есть 2 миллиона мужиков, которые вы можете использовать как пушечный потенциал, пушечное мясо для войны. Первое. Ты должен дать гарантии, что ты их вытащишь. Зеленский поставил свое условие. У вас прячется 1 миллион мужиков, и вы их прикрываете, не даете. Вот это то, что всплыло, элемент договоренности между Европой и Зеленским, в отношении того, что Зеленский обеспечивает 2 миллиона мобилизации, а Европа ищет способ, как отдать свой 1 миллион, это и стало фундаментальным условием для того, чтобы дать Зеленскому кредит в 90 миллиардов. Ну, опять-таки подчеркну, 35 миллиардов за 2 года только придет на Украину. Вот. И здесь важно видеть то, что они приняли. Посмотрите, я смотрю ролики Deutsche Welle. Deutsche Welle, не стесняясь, показывает о насильственной мобилизации и говорит о том, что ну вот как-то украинские мужчины не очень хотят воевать, а что делать? И так ставится вопрос в новостях о том, что ну да, я разговариваю со зрителями, с немцами, швейцарцами, австрийцами, я с ними разговариваю и спрашиваю, вы скажите, а ну как вы? Вы же вроде бы за права человека, за свободу человека. Как вы относитесь к этому репортажу, который только что прошел по телевидению? Они мне отвечают, ну а что ж делать? Как-то же Зеленскому воевать надо, ну приходится. Что в этих словах есть? В этих словах есть согласие на концентрационный лагерь. Согласие на то, что Украина приносится в жертву ради, ну как их убедили, их безопасности. Вот. И это, конечно, понимаете, а это же не может не выливаться в общественное настроение. Людям сегодня на Украине уже даже, знаете, не то, что вы говорите, например, Александр, там гости вашей программы говорят, я сейчас об этом говорю. Не только это. Ладно, нас воспринимают как там, не знаю, как вас, как подсанкционного, да, там, скажем, врага народа. Ну, меня как врага народа давно воспринимают. Окей. Но сейчас они начинают ощущать
это воздействие концентрационной администрации на себя впрямую. И получается совершенно замкнутый круг. С одной стороны, ТЦК, которые вот по там, разным скромным подсчетам имеют оборот, теневой оборот около 2,5 миллиардов долларов. Это вот покупки, перекупки, все, что обращается внутри самого ТЦК. Они смотрят на власть, смотрят на Зеленского, смотрят на Ермака, пока это было шумно. И говорят: эй, стой, они на нас зарабатывают миллиарды. Они нас используют, как немцы использовали вспомогательную полицию во время Второй мировой войны. Они нас заставляют, наших граждан, отлавливать как бешеных псов, ломать и отправлять на передовую. Они под это зарабатывают, а мы что, рыжие? Так и мы возьмем свое. Притом каждый, знаете, мне кажется, в этой ситуации, вот психологической ситуации, ведь всем плохо. Плохо всем. Давайте еще возьмем, подождите, давайте возьмемся за руки и пожалеем ТЦКшника. Ну, Василий Александрович. Я просто хочу... Давайте скажем, что это герои, которые защищали Украину, но попали в такую ситуацию, что вынуждены... Я это не имею в виду... Вынуждены выслеживать, крутить, вымогать. Но это прям, это 90-е. Вот сегодня судили ТЦКшников, которых в Одессе вот это громко, так красиво, там всех без права залога, всех в тюрьму, понятно, да, там им шьют до 12 лет, каждого там отдельно ж, понятно, правосудие. И один из них говорит: а я никого не бил, я только кричал. Я только кричал на него. На кого? Того, кого они выследили, через участкового мусора, простите за выражение, нашли, что у него деньжата водятся, то есть, что он может дать 30-50 тысяч долларов, что к нему можно захаживать не один раз. То есть, это какая-то вот бандитская шайка. Давайте давайте снимем, как раньше там в нулевых. Хороший, кстати, фильм, мне тоже нравился, я фанател. Давайте снимем фильм «Бригада». Да? Давайте «Злобный мусор», который Панин покойно играл, актер, да? Это будет плохой персонаж, а бандит Саша Белый будет хороший персонаж. Давайте тогда смотреть на вещи. Вы понимаете, как нам засрали мозг, простите? Я понимаю, Александр, я начинал бизнес делать в 90-е годы. И именно в 90-е годы я создал крупнейшую на Украине финансовую компанию «Мизар». Но я видел это. Вот что я хочу сказать. Ни в коем случае не оправдываю ТЦКшников, бронь Боже. Или современную полицию украинскую, бронь Боже. Ведь в ТЦК кто может пойти? В ТЦК может пойти человек, который имеет уже изуродованную внутреннюю конституцию. Воровать людей, понимая, что ты это делаешь нехорошо. Но как может человек с нормальной человеческой конституцией, например, ведь роликов этих полно, когда гуляет с ребенком, с женой парень, его уворовывает, ребенок воет, жена воет, а его забирают. Как это может делать обычный человек, понимая, что это нарушение всех конституционных прав и свобод? Не может он этого делать. Но мне доводилось видеть людей в разных местах, в том числе в местах не столь отдаленных, Александр. Я видел, что происходит с человеком, знаете, я все равно глубоко убежден, у самого последнего преступника, и здесь я согласен с Достоевским, у самого последнего преступника где-то внутри есть остатки совести. И когда эта совесть вдруг чуть-чуть его начинает там где-то внутри грызть, знаете, что происходит? Обратный эффект. Он звереет. Он добивает эту совесть внутри себя и, зверея, выливая свой гнев на других людей, свою ненависть на других людей, он таким способом вроде бы как самоутверждается. Уж коль не по совести, то по силе. И это, с одной стороны, настраивает ТЦК, вот эту такую большую воровскую бандитскую группу, а с другой стороны, против них настраивает людей. И ведь возникает невероятной силы внутренняя взаимная ненависть. И действительно, мы каждый день видим примеры, как это вливается. Буквально же сегодня, опять стало известным о том, что удары ножевые были нанесены 2 ТЦКшникам. Полиция в данной ситуации, она выглядит вообще наиболее дискредитированной. Ведь как бы там ни было, полицейский, он, пускай каким-то там бестолковым не был, но он же все равно проходит хотя бы какую-то правовую подготовку. Ведь он поставлен защищать что? Права и свободы граждан. Он делает что?
Он работает против прав и свобод, уничтожая и помогает ТЦКшникам в этой работорговле, в этом рабском отлавливании. Вот, по этой причине эти процессы, они, знаете, если кто-то их недооценивает, например, та же Европа, которая решила, ну, построили мы концлагерь на территории Украины, все, теперь никто не рыпнется. Думаю, следующим этапом у нас должны стать, знаете, то расстрелы на улицах. Вот я не исключаю это. То есть, это такие показательные расстрелы на улицах, которые будут делать не обязательно работники ТЦК, а кто-то в штатском. Кто-то в штатском, который ТЦК помогает. Потому что, ну, сейчас народ начинает постепенно осознавать свою силу. Народ начинает постепенно осознавать способность к сопротивлению. Народ видит в прямом смысле слова героические акты сопротивления ТЦК, как бандитской структуре. Но и это, знаете, это дает такие нравственные основы к более широкому сопротивлению. А как подавить более широкое сопротивление? Ну, собственно, так, как нацисты поступали. Либо вешать публично, либо публичные расстрелы. Вот, так что я думаю, Украина стремительно сегодня двигается по пути разгорания, просто стремительного разгорания внутригражданского конфликта, который как раз будет проходить вот по этой вот границе, где власть будет представлять ТЦК и полиция, и против власти будут биться обычные граждане, защищающие свою жизнь. Ну вот вы понимаете тоже, вот поножовщина, да, сегодня вопиющий случай в Черновицкой области, вот, пожалуйста, около села Струмок, ну, мужчина ударил ножом в шею двух ТЦКшников, потом повредил автомобиль, значит, гаечным ключом, причем в предплечье, в общем, в общем, 29-летнего мужика, вот этого парня, уже арестовали. И, конечно, будет сопротивление. Но тут же вот по поводу концентрационного лагеря, простите, но нам вовсю уже... Вот некогда же уважаемый человек, я думаю, что вы с ним пересекались, вы его знаете, наверное. Это многие его знают. Это экс-СБУшник, есть такой Вовк, да? Вовк. Знаю, да. И он высказывается о том, что, вот смотрите, мы пришли к чему? 5-й год войны. Ситуация на самом деле такая, на тоненькую, очень серьезная. Эти рты и горло Банковой сейчас говорят, давайте ужесточать, давайте давать возможность полицейским стрелять, давайте максимально, скажем так, давать все полномочия, потому что, чтобы полиция у нас не была бутафорская, начали людей обвинять. Вспомнили случай, когда в Днепре полицейский застрелил убегавшего от него, в спину застрелил человека, и говорят, вот вы тогда хулили полицейских, вы сейчас. И вот в рамках этого ужесточения приоткрывает свою, скажем так, калитку, форточку Авертона вот этот екс-СБУшник Вовк. Говорить, смертная казнь нужна. Послушаем. Каже, давайте повернемо смертну кару. Вони кажуть, Василь, ти що? Проти Венеціанської комісії, проти Європи, проти людських цінностей, проти Бога. Каже, я не сказав застосовувати. Давайте введемо кримінальний кодекс по деяким статтям, міру покарання таку, як розстріл, смерть. І не будемо застосовувати. Хай людина в Житомирі, Вісімка є така колонія, де сидять довічники. Посидить там, вони там сидіти будуть, під розстрільною статтю. І хай подумає. І коли людина буде вчиняти, вона буде знати. Це теж має значення. Я розумію, що це радикальний, як ви кажете, заход. Але якщо потрібно, хтось боїться, хтось не хоче, хтось каже, да переживемо, а я перебуду, а от там термін мій закінчиться, я щодо депутатів. І я собі поїду, в мене є що робити, що я буду ризикувати, і невідомо, що робити. Потрібно ризикувати. Шокова терапія має бути не тільки в економіці. Шоковая терапия должна быть не только в экономике. Типа, а давайте мы введем эту смертную казнь. Ну, применять не будем, просто посадим человека, а он под расстрельной статьей посидит, тогда он точно исправится. Ну, слушайте, это как это там, как бы взялся за грудь, говорить что-нибудь, получается, понимаете? Ну, какой-то цирк нам лепят. Казалось бы, уважаемый человек, генерал СБУ в прошлом. У меня нет никакого уважения к генералам СБУ, абсолютно. От слова совершенно, особенно тем, которые служат сегодняшнему режиму. Я имею очень серьезные надежды на то, что генералы СБУ, которые служат сегодняшнему режиму, которые виновны, среди прочего, в убийстве моих друзей, и что они будут судимы, эти генералы СБУ. А вот это, ну, собственно говоря, это логическое продолжение того, ну, о чем мы с вами говорили. То есть, со стороны власти идет прямое совершенно
прямое заявление. Иду на «вы» называется. То есть то, что сказала власть сегодня устами этого СБУшного генерала, вот, власть бросает, так не только он, бросает вызов, так не только ж он. Такого количества, там, не знаю, начиная от Корчинского, заканчивая Вовком, вот, их целая линейка сегодня выстраивается. Линейка выстраивается тех, кто сегодня говорит о том, что, послушайте, все вот эти люди, которые сегодня противостоят ТЦК, все они не имеют права на существование. Ведь отношение к этим людям в средствах массовой информации начинает постепенно раскручиваться, как, знаете, ну, хуже, чем к русским солдатам, я понимаю так. Русский солдат, он враг, он на передовой, мы с ним воюем. А ты падаль, ты нечисть, ты таракан, мы тебя... И вот это настроение, когда, вы знаете, когда Тутси и Пхутту резали друг друга, да, вот. То есть важно было что в Руанде, в той страшной трагедии, которая произошла. Важно было показать, что Пхутту тараканы. И вот здесь происходит то же самое, чтобы убивать было не жалко и чтобы это было героизмом. Но, знаете, мне кажется, опирается сегодня украинская власть на слишком уже слабенькое основание. Ведь та травля, которая уже со стороны власти, вроде бы как реагируя на возмущение граждан, пошла против ТЦК, то, что происходит сегодня, когда в суде, например, да, вот один из обвиняемых по делу этой одесской банды сказал о том, что «а я ничего не делал плохого. Я 7 месяцев делал то, что от меня требовали. А вы меня за это еще и в тюрьму?» Вот. Так что их опора на ТЦК и на полицию может быть достаточно слабенькой. Достаточно слабенькой. И в тот же самый момент народное сопротивление, оно может идти только по возрастающей. И когда это народное сопротивление, это не только этих 2 миллиона мужиков, которые сегодня находятся в зоне риска, в самой явной зоне риска, на которых идет охота, а это также родственники. Это, как ни удивительно, женщины, которые сегодня оказываются чаще смелее мужиков, которые бросаются биться не только за своих мужчин, не только за своих мужей, сыновей, отцов, а которые бросаются биться просто за прохожих. Я хотел бы, ну, там, и за прохожего, и, кстати, есть такие прям группы женщин, они прям так, они такие вот прям боевые, им терять нечего, у них мужики на фронте. Я прям знаю таких, они вот прям так и пишут, выходят там в паблик, они ничего не боятся, говорят, мы ничего не боимся, у меня там муж там, вернется, не вернется, непонятно, я каждый день, они тоже под стрессом, каждый день ждут плюсик вот этот вот, что типа жив, да, и вот сидят с этим телефоном, там же мало общения на самом деле, да, у тех, кто реально там вблизи к линии боевого соприкосновения. И они сбиваются в какие группы таких боевых баб, бой-бабы такие, и дают бой ТЦКшникам. Не получается, не всегда получается. Иногда, конечно, да, там они задуваются газом, они уже научились действовать. Иногда, конечно, они за чужих, а иногда и за своих. Вот случай был во Львове сегодня. Посмотрим. Значит, что происходит? Мы видим бус. Да, там пакуют, ну, я так понимаю, сына, да, и пожилая женщина, а отдельный ТЦКшник выводится вот на крыльцо парадного, да, он ее типа блокирует, ну, чтобы не мешалось, да, а пока там с тем справляются остальные, она вот и кричит не своим голосом, многоэтажный двор, в принципе, видите, чистенько, все там, ну, как бы многоэтажка, парковочка, вот. То есть он ее держит, понимаете, он ее держит. Она держит, тот кричит, старенькая мать, она там вроде как начинается вот эта вся история заканчиваться, да, и она начинает его бить по голове, чтобы он ее отпустил. Ну, тут понимает, что все, в принципе, хорошо, тут уходит из-под ударов. И, в общем, она вырывается в определенный момент. Ой, господи, и начинает кричать: люди, закройте браму, ну типа закройте ворота, это въезд во двор, имеется в виду. То есть они очень грамотно, то есть
открытый багажник у них, все понятно. То есть это все очень, это технология, прям тактика. Вот мать вступается, они ее подержали, там упаковали, открыли багажник, в багажнике сзади сидит еще один ТЦКшник, чтобы не выпрыгнул. Все, в общем, классно отработана схема. Но произошла экстраординарная ситуация, потому что никто не побежал закрывать ворота, да, чтобы отбивать дальше сына этой пожилой женщины. Ой, и она побежала сама. Значит, вот она бежит, уже это камеры наблюдения, да, выезжают ТЦКшники, и, в общем, ее переезжают, сбивают. Ну и вот там дальше там пытаются ее оттащить, потому что она упала и загородила проезд с собой. Ну, ее, в общем, там оттаскивают. И, в общем, все, проезд освобожден. И там уже подбегает какая-то другая женщина, но уже поздно. Вот они помогли, когда уже поздно. Сегодня такая история произошла, показали видео на чисто русском языке. Это парадокс. ТЦКшник на Волыни ловит строителя, который там, ну, там на крыше строит коттеджный домик одноэтажный. Он забрался на крышу от них повыше. Тот к нему полез, и они там начали бороться на крыше, упали, я думаю, вы видели. Потом они его потащили. Вот потащили на ВЛК. ТЦК официально написала: испугался человек, и ТЦКшник решил ему помочь на крыше. А когда они с ним вступили в контакт, упали вдвоем, представляете? И надо было его быстро спасать, поэтому поволокли и сразу в медкомиссию, заодно ВЛК прошли. Вот сейчас точно про эту женщину во Львове напишут: ой, слушайте, это ж ТЦКшники помогали, чтобы ничего не случилось. Но это просто какой-то беспредел. Несмотря на то, что они будут писать, конечно, этот бред, несмотря на то, что бред они пишут, будучи уверенными в том, что высшее руководство, высшая власть украинская их будет поддерживать и прикрывать, будет искать, ибо им дали такую команду. Это первое. Несмотря на это, именно эти случаи создают нравственную площадку, нравственную основу для сопротивления. Ведь что переживало, вот я пытаюсь понять, да, вот я отец 4 детей. У меня 5 внуков, да, у меня, ну, все дети, там, девочки, парни мои, да. И вот если бы парни призывного возраста, да, они сегодня не живут на Украине, им удалось бежать из этого концлагеря, да, они выступают против этой войны. Окей. Но вот я себе представляю ситуацию. Если бы это происходило, я пытаюсь понять, что чувствовала мать, когда вот ее сына забирали. Это же на ее глазах сына забирали на казнь. Но вот нет у нее другого такого представления о том, что его сейчас забрали, ведут в санаторий или в какую-то обычную воинскую часть, где будет заниматься строевой подготовкой. Она же имеет доступ к социальным сетям точно так же. Она же также видит соседей, которые получают похоронки, чьи сыновья возвращаются либо в разобранном виде, либо инвалидами. Вот. То есть она отдает на казнь своего сына. У нее забирают своего сына на казнь. Она ничего не боится. Она не боится, что ее танк переедет, потому что она сына своего спасает. И вот смотрите, есть после этого соседи, есть женщины, есть другие люди. И она эту боль... Ведь величина этой боли так огромна, она до такой степени переполняет, разрывает ее сердце, что она выльется, и другие люди это будут слушать. И создается та самая нравственная, очень важная для этого сопротивления, нравственная платформа для того, чтобы те, кто сопротивление оказывает, не чувствовали себя какими-то нехорошими людьми. Не чувствовали себя преступниками, а понимали, что именно они борются за права и свободы. Что именно они борются за конституционные права и свободы. И что именно они противостоят этой концентрационной администрации, этого концентрационного лагеря. Вот. Ну и как бы это жестоко, вот это видео, которое мы видели, не было, это не единичное видео. Сегодня это массовое явление, и вот именно это массовое явление создает нравственную основу, повторюсь, для сопротивления и будет двигать многих крепких, сильных мужчин, понимающих, что происходит, для того, чтобы профессионально это сопротивление оказывать. Иначе этим гестаповцам, я не знаю, как сказать, невозможно противостоять. Вы для них уже жертва. Вы для них либо жертва для того, чтобы заработать,
либо жертва для того, чтобы выполнить план. Ведь что происходит сейчас, когда даже из этой банды происходят откровения по Одесской, да, что каждый из них имел план. Сколько необходимо мобилизовать и так далее, и так далее, и так далее. Так Так планы вот, не бьются. Ну вот смотрите, выходит с очень примечательной фамилией Шарий, харьковский военком. Николай Шарий, харьковский военком. И давай как бы приводить статистику. Это потрясающе просто. Вот просто потрясающе. Беремо місто Харківську область, візьмемо за останній місяць. Скільки ви таких, от, на вашу думку, фактів можете вспомнити? Ну, там 3-4 факта, да, когда у нас там, ну, пусть их будет 5 фактов, да, которые в березне месяце у нас были какие-то конфликтные ситуации под час проведения мобилизации. Значит, еще вы разумели, эти факты, 5 фактов, по количеству которых призваны за мобилизацию, они не становят даже 1%. Это где-то 5 тысячная от тех, которые мы призвали, то есть которые поставлены до війська. Крім того, для того, чтобы поставить всех людей до війська, на каждого поставленного приходится приблизно 3-4 человека, які проходят ВЛК, из них только один за станом здоров'я попадає до війська. І крім того, перевірка документів, яка відбувається, где-то з 50-60 осіб, только один доставляется до ТЦК ТСП. Так, смотрите, то есть проверка из 5... Вот он рассказывает вообще интересные вещи. Значит, они их берут. Вот он рассказывает, как работает это сито у него. Да, вот. Тому для того, чтобы, например, в день поставить 10 человек, нам надо проверить порядка 1000 человек на улицах места Харькова и Харьковской области. После этой только перевірки из них поедет, умовно кажучи, где-то 40-50 человек на ВЛК, и после всего только 10 будут призваны. Из 1000 человек только 10, да, вот плюс-минус призываются. Поэтому, ну, это прям ничтожно мелкие случаи. А есть, конечно, и провокаторы, говорит Николай Шарий. Дошли до того, що должно бути таке приміщення. Поряд з цим виникає питання, там не повинна проводитися відеофіксація. Ви знаєте, що много випадків в військкоматах, у нас, на жаль, такі випадки траплялись, коли доставлений військовозобов'язаний, починають сразу набитися головою о стіну, все в кровище, его там или успокаивают, вызывают скорую допомогу госпитализуем, потому что, может быть, где-то он себе что-то повредил. Все в шоке, и потом говорят, как это, что вы побили. Включают видеокамеру, потому что это было в коридоре, все бачили, пока его там оттащили, успокоили, пока вызвали скорую, обкололи, увезли. Все, уже он не військовозобов'язаний, уже в лікарні, на койці лежить, лікується. І відеофіксація потрібна для того, щоб зняти з нас звинувачення в тому, що ми щось зробили. Тому у всіх в ТЦК ТСП, як на вході, так і в приміщеннях, стоїть відеофіксація. Щоб не було того, що нам скажуть, що ми там десь кого-то замотали руки скотчем, били по почкам і таке інше. Ну, обвинувачення можна любое придумати. Святее Папы Римского, Василий, святее, везде камеры у них стоят, представляете? Чтоб, не дай бог, то пылинка, чтобы с призывника, и так они бедные, штучные товары, из 1000 только там 10 худо-бедно могут на фронт попасть. И вот этим нас почуют Венеславские всякие, другие нардепы, и вот опираются они на вот эти россказни. У них работа такая, они будут это делать. Вот. Но даже я вам скажу по своему окружению, по моим знакомым, которые остались в Украине, да, я скажу 3 человек, ну, наверное, из 10 мужчин. 3 человек дважды были в ТЦК, дважды были словлены в ТЦК, не один раз, а дважды. И дважды откупались. Один последний раз отдал все возможное, у него было 2 часа времени. Ну, они взяли у него не деньги, они взяли драгоценности жены. Охренеть. Да. Он смог откупиться. И на сегодня у него не осталось ничего, чем можно откупаться. Жена это была, знаете, ну, как последний такой схрон, в котором можно было там кольца и серьги сохранить. Вот. То есть, и что дальше будет? И это же, ну, это только вот я вам на своем примере привожу. Я думаю, у вас, да у любого, кто нас с вами смотрит, если смотрят люди из Украины или те, кто с Украины бежал, они такие случаи знают и понимают, что я говорю правду о том, что на самом деле происходит. Вот. И у власти-то другого выхода не будет, как вот то, что мы смотрели, введение расстрельной нормы. Вот. А расстрельная норма будет за что? За покушение на жизнь ТЦКшника, за покушение на жизнь полицейского при исполнении обязанностей. То есть расстрельную норму они будут вводить. Вот. Так что я вижу этот процесс, который сейчас происходит внутри вот украинского общественного тела, внутри происходит, знаете, возможно, я очень на это надеюсь, очень надеюсь. Возможно, что это страшное время с этими страшными событиями приведет к тому, что как раз-таки
вспомнят украинцы и услышат призывы тех политиков и политических сил не допускать к власти тех, кто сегодня убивает, просто уничтожает украинский народ, убивает Ну а украинцев. как? Подождите, а где взять других? Ну вот смотрите, выходит Буданов, комментирует, он сегодня там ряд комментариев, разошлись его разные, ну он выступает против легализации оружия, короче, он идет как бы поперек немножко, вот это традиционная его манера поведения и заявлений. Вот по поводу мобилизации тоже висказався. Питання в тому, що без мобілізації неможливо докомплектувати військо. А країна, яка довго знаходиться в стані війни, ну давайте так, всі бажаючі вже давно добровільно пішли. А люди потрібні. Якщо не буде людей, не буде фронту. Паде фронт, не буде України. Все взаємозалежно. Що робити? Як ви бачите реформування цього? Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, це такі прояви нелюдського відношення до людей під час примусового приводу. Але прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу. Бо є ж інша страшна правда. У нас мільйони людей, ухилянтів. Смотрите, это же страшная правда. Миллионы уклонистов. Как можно реформировать это? Ну как? Ну, никуда не денешь принудительную мобилизацию. Ну, смотрите, это же как бы считается в последнее время трезвомыслящий же человек. Он говорит, давайте сплотимся вокруг президента и вертикали президента. Вот смотрите, ну никуда не поденешься. Вот то, что Deutsche Welle, вы приводили пример. А что ж поделать? А что ж делать? Ну, уклонисты, это же страшная правда. Люди не хотят идти воевать. А что это они не хотят идти воевать, представляете? Может, потому что там убивают, да? Буданов, хорошо. Залужный тоже выходил и говорил, да, о том, что вот, килл-зона и так дальше, там он каким-то дипломатом молодым в школе включился, все потеряли его, где Залужный, нашелся Залужный, нормально, тоже комментирует, что вот там надо посмотреть, что в тылу, потому что килл-зона, не хотят против роботов люди воевать, против дронов, всем нам вешают эту про технологическую войну, про эту всю историю. Так что вы людей гребете и терроризируете, раз технологическая война? Александр, я, честно говоря, не знаю, кто считает Буданова человеком рационально мыслящим или человеком, способным к тому, чтобы остановить войну. Это все гроздья с одной виноградной ветви. Это все одного поля ягоды. Это люди войны, люди, воспитанные войной, люди, пригретые войной. Люди, которые именно благодаря этой войне сделали свои карьеры и состояния, и нет в современном украинском политикуме, находящемся при власти, ни единого человека рационально мыслящего. Что я понимаю под рациональным мышлением? Рациональное мышление политика – это исполнение воли своего народа. В данном случае воля народа – мы не хотим воевать. А эти чью-то другую волю исполняют. Они исполняют волю тех, кто как раз-таки на этом, делает этот огромный сверхприбыльный, мегаприбыльный бизнес на войне на украинской крови. Вот. И по этой причине Буданов ничего другого не скажет. Он будет говорить об одном и том же, возможно, несколько другим, может быть, таким тихим голосом. Он не будет хрипеть, как это хрипит Зеленский из своего КВН. Он будет, говорить, даже как будто бы немножечко стесняясь, братцы, вас на убой, на убой. Сегодня мы на убой должны отправить 30 тысяч, завтра 50 тысяч. Но что поделаешь, братцы, война, война. А человек не значит ничего. Мнение людей, которые сегодня не хотят воевать, их не интересует. Вот. И по этой причине, когда я говорю о необходимости изменения политического курса, то я говорю о том, что не поменяется политический курс, не произойдет этого важнейшего изменения, ежели внутри не произойдет этого отрезвления. Знаете, что тут же кажется все очень просто. Вы зашли в лес, вы идете в чащу, вот у вас есть компас, слава богу, но вы идете, и лес становится все страшнее. Вы видите, начинают появляться хищники, которые где-то кругами бродят. Что нужно сделать? Да посмотреть на компас и повернуться точно в другую сторону и пойти на выход. Ведь о тенденциях, о которых мы как-то с вами говорили, вот вспоминая Виталия Андреевича Масола, бывшего дважды премьер-министра Украины. Так если говорить о тенденциях, 1991 год, 52 миллиона населения, мощнейшая промышленная база, экономика, 1991 год. Сегодня, по украинским официальным данным, 25 миллионов человек осталось внутри
Украины. А по данным, которые дают независимые эксперты по количеству хлеба, по расходу хлеба, получается 18 миллионов человек. Братцы, а сколько еще должно пройти времени, чтобы стерся украинский народ вообще? 7 миллионов просто на правильном питании, наверное. Хлеба не доедают. Наверное, наверное. Так смотрите, так откуда тогда берутся вот эти вещи? Да? То есть, смотрите, Европа дает деньги, да? Некому вопрос задать элементарный. Зеленский, ты же говорил, ни капли этой вонючей нефти через нефтепровод «Дружба» российской. Но они там придумали, что по дружбе будет, ну это же не российская нефть, а какая-то там другая, там, да, зайдет там казахская, еще какая-то. А россияне сказали, ну окей, то есть с 1 числа никакая нефть не идет по дружбе. Про свою промолчали, то есть, ну, имеется в виду по российскую. И возникают очень правильные вопросы со стороны россиян, которые смотрят на это все с этой дружбой и говорят, подождите, так у нас война, у нас тут горят НПЗ, у нас экологическая катастрофа в Туапсе, дроны летят по заводам, по самым разным. То есть и по многу летит. Перекрыть это невозможно. Россия слишком большая, да, с одной стороны. С другой стороны, вы, получается, качаете через Украину деньги, то есть имеете коммерческие отношения. С позиции украинцев это звучит тоже как-то дичь какая-то. Ты же, Зеленский, говорил, что нет, дружба, не будем помогать, это наши санкции. То есть тут ты дрончик пускаешь, и он попадает, и горит вот эта нефть, к беде приводит. Тут ты как бы это наши санкции, а дружбу открыли за кредит в 90 миллиардов. Кредит, который надо когда-то кому-то возвращать. Ну уж точно не ему, не Зеленскому. Окей, то есть какая-то война очень и очень хилая. А внутри, что они показывают внутри? А все прекрасно. Вот сегодня опубликованы рейтинги социса. Зеленский, значит, если выборы президента, Зеленский 29,3%, Залужный 25%, Буданов 13,7%. Все хорошо, можно идти на выборы. И начинают качать сразу эту тему. Тут Гетманцев оперился, давайте 2 слова ему дадим, говорит, депутаты уже выборов хотят. А каких выборов, которые необходимы, все их так хотят, но, видите, нельзя же провести. Нам это тоже будут совать под похабный мир и его условия? Ну, вне всякого сомнения, потому что мир без дальнейшего проведения выборов, ну, в общем-то, это бессмысленность. Только вопрос, каковы выборы. Вот вы только что прочитали рейтинг, Александр, да, в отношении того, кто сколько имеет. Все партия войны. То есть, это все партия, которая совершенно виновна в уничтожении украинского народа на протяжении последних 4 лет. Партия, которая на сегодняшний момент виновна в том, что она не исполняет волю украинского народа, который не хочет воевать, и он это показывает своими действиями. Если бы украинский народ сегодня хотел воевать, военкоматы были бы заполнены добровольцами. Их там нет. Буданов вот только выше заявил о том, что добровольцы закончились. Слушайте, так если добровольцы закончились, как это тогда понять? Я понимаю таким образом, что больше никто воевать не хочет. А если больше никто воевать не хочет, народ воевать не хочет, что же вы делаете? Чью тогда волю вы исполняете? Вот. А в отношении выборов, вот эта вот печальная история, я еще раз повторюсь, что только тогда, и даже, наверное, нужно еще перед этим 2 слова сказать, если украинский народ в массе своей поймет, что его самый главный враг сидит сегодня на Банковой и на Грушевском, если украинский народ сообразит и поймет, что есть такое средство, как когда-то Лешко рекламировал виллы, и с этими виллами на эти виллы поднимет и Банковую, и Грушевского, то тогда украинский народ в состоянии будет взять власть в свои руки и реализовать свою волю в отношении установления мира.
Но для этого надо каким-то образом допустить в медийное пространство той же самой Украины или хотя бы через социальные сети допустить политиков, которые сегодня находятся под санкциями, которые сегодня находятся в украинской тюрьме по политическим обвинениям, тех политиков, которые бежали. Вот. Это крайне необходимо для того, чтобы была артикулирована позиция. Суть этой позиции следующая. Над вами стоит власть, целью которой является ваше уничтожение. Свое обогащение и ваше уничтожение. Вот если это будет, ну и мне кажется, это потихоньку набирает обороты. Но кто быстрее? Знаете, Александр, либо быстрее проснется самосознание народа Украины в отношении того, что кто над ним стоит и кто виновен в его смерти, то бишь Зеленский, вся его банда и выше там стоящие Урсулы и все чиновничество вот этого вот Европейского Союза. Вот. Или быстрее будут действовать они. Если они будут действовать быстрее, украинский народ сотрут. Ведь в чем вот заявления, которые сейчас звучат о том, что Украина в состоянии еще лет 10 сопротивляться, еще лет 10 воевать? Да простой расчет. Ну, посмотрите, если у нас получается, что цифры разнятся там, да, ну, понятно, у Зеленского там вообще сколько, 40 тысяч только человек погибло, да, но если вот тот анализ, который Deutsche Welle делала, анализируя рост за последних 2 года, рост объемов украинских кладбищ, да, то получается цифра приблизительно от 1 миллиона до 1,5 миллиона погибших украинских солдат на этой войне. Ежели у нас получилось за 4 года так, да, вот погибло там 1,5 миллиона солдат, еще 2 миллиона можно вытащить, так это еще 8 лет. Ну вот где-то кругом, бегом они, наверное, и рассчитывают. Мы пообещали Европе. Европа сказала: окей, вытащите, вытащим. Надо, введем расстрельную статью. Разговоры о том, что их будут в какой-то колонии содержать, что сотни тысяч, 2 миллиона в колонии будете содержать. Расстреливать будут для того, чтобы другим неповадно было. Вот. Так вот, и тогда на этом расчет. И вот если самосознание украинского народа не проснется и не направит свое внимание, свою ненависть и желание выжить против Зеленского и против этой власти, которая сегодня есть, то власть ее сотрет до конца. И вот это то, что из 52 миллионов постепенно стирала украинская власть, стирала украинский народ, она придет к тому, что через 5 лет, если не доведи Господи, эта война будет длиться еще 3, 4, 5 лет. Когда она началась, никто не верил, что это продлится больше месяца. Вот. Если это может продлиться, то тогда от украинского народа все. Это останется, знаете, явление, как у Гумилева. Гумилев писал о народах, которые когда-то на земле были и после себя не оставили вообще ничего. Останутся вышиванки и глечики у Ющенко на даче, когда археологи раскопают. Вообще, конечно, идиотизм чистой воды. Приехал принц Гарри сегодня в Киеве, значит, приехал на форум безопасности Яценюка, да, говорит на выступлении, говорит, что Украина производит самые передовые дроны в мире и имеет вооруженные силы, которые адаптированы к современной войне, подчеркивает, что приехал как друг Украины, который считает, что мир не должен забывать об этой войне. 18-й это Киевский форум по безопасности сегодня там проходит, и, в общем, он всяких деятелей попринимает, понимаете? В этом форуме прекрасно все, и особенно Яценюк. Да, его глава. Да, его глава. Это что-то. Это, знаете, это высшее. Человек, первый, получивший свой гешефт после Майдана 2014 года, обворовавший Украину так, что позволил себе во Флориде купить целый блок апартаментов для отдыхающих, да, человек, который на сегодняшний момент один из богатейших людей, в принципе, на Украине, которые создали свои эти состояния. Этот человек куля в лоб человек, отправивший под пули снайперов, которых поруби, царство ему небесное, или куда-то там ему положено, вот, привез в Киев. И этот человек сегодня говорит о форуме безопасности.
Ну, так, Знаете, они до ну, так такой степени... поруби сегодня вот исторические кадры. Уж если вы вспомнили, Василий Александрович, вот исторические кадры. Киевсовет голосует за то, что там возле Грушевского. Короче, проезд имени Порубия принимает. Да, это вообще печально. Знаете, когда они раньше, скажем, назвали проспект Бандеры, да, За один из 70 крупнейших проти 0 проспектов утрималось. Украины, Рішення назвали прийнято. проспектом Бандеры, окей. Дальше не сносят памятники воинам-освободителям, сносят памятник освободителю Киева Ватутин, оскверняют мемориал Славы на холме, Слава, сбивают надпись о том, что память в них вечна, да. Вот. Когда они это все делают, они убивали в украинцах память о прошлом. С Порубием они уже заставляют думать, как надо понимать настоящее. То есть Порубий, еще раз подчеркну, тот человек, который непосредственно виновен в кровопролитии на Майдане, удивительный спикер украинского парламента, который не выговаривал половину букв алфавита, вот. Человек радикальнейших националистических взглядов, вот. Этот человек, ну такой, знаете, русофоб, который ненавидел в украинце любое проявление даже русского языка. И вот этот человек, теперь его именем называется улица. Ну что вам сказать? Киев оккупирован. Оккупирован, и знаете, его оккупация на глазах у коренных киевлян, эта оккупация особенно сильно началась с 2004 года, а в 2014 году она просто взорвалась. Ведь все радикальное, кто приехало с Западной Украины, со Львова, с Ивано-Франковска, с Луцка, с Тернополя, все это радикальное как расселось, так и осталось. Вот понимаете, в чем дело? Когда вот говорят такие вещи люди, им сразу говорят: вы делите украинцев. Да, я делю украинцев. Ну, то есть вы... Нет, украинцы все едины, украинцы вот должны все вместе, а вы делите украинцев. Я делю украинцев, и я это делал всегда. Один из принципов, который был в Союзе левых сил, политической партии, которую я создал и возглавлял, был принцип «равные, равные, родные». Мы предлагали изучили и предлагали опыт самых успешных государств мира. Все самые успешные государства мира – федерации. Швейцария – конфедерация. Ну, Российская Федерация. Соединенные Штаты – Федерация. Канада разделена на две части. Испания – Федерация, баски, каталонцы. Все мы разные. Так вот, эти страны, они признали эту разность. Разные, равные, родные. И когда мы говорим о том, что мы первое признаем разность, и никто никого не насилует. Никто никому не выносит мозг и не убивает за то, что человек ходит в другой храм, исповедует другую религию, говорит на родном. Киевляне всегда говорили на родном русском языке. Это было всегда. Когда вы, не знаю, там 80-е, 90-е годы встречали в Киеве кого-то, кто говорил на украинском языке, ну, это был приезжий, все это понимали. Так вот, мы признаем то, что мы разные. Как мы можем быть одинаковые западенцами? Послушайте, та часть Украины, которая никогда Украиной не была. Это Польша. Это Польша, которая и та часть населения, которая говорит на удивительном польско-украинском языке. Окей, я не против. Хотите там поклоняться Бандере, ваше дело. Вопрос: не суйтесь ко мне, не лезьте к моим детям, потому что я другой. Слушайте, я не бандеровец и не западенец. И уж коль получилось таким образом, что волею судеб в 1991 году явилось государство, которое ранее никогда не было. Украины даже на один день, вот в тех масштабах, которые мы получили, не было никогда. Намешано, эклектика. Часть забрали у Польши, часть забрали у Венгрии. Что-то там Новороссия, Малороссия, Донбасс. Это все разные люди. Где-то греко-католики, где-то православные. Но вы скажите, что православные и греко-католик – это одно и то же. Как это может быть? И вместо того, чтобы пойти по пути, знаете, обогащения друг друга этой разностью, включили каток. Если Бандере ноги не целуешь, не наш, убить. Так что да, Александр, я делю не только Украину, весь мир разнообразен.
Давайте, И те страны... да, давайте в завершение я вот так вопрос задам, потому что, ну вот смотрите, сейчас Трамп выходит и говорит, надо стрелять на поражение всем вот этим кораблям или там москитному флоту Ирана, который ставит Да. мины, да, на Ормузский пролив. Ситуация в подвешенном состоянии. Действительно, все понимают, что... Ну, короче, Трамп, играя на бирже, то он снимал быстро деньги, ну, быстро, то есть буквально там за 2 часика нарисовался какой-то человек, он ставил там на понижение, он делал какое-то классное заявление, все там ну, обрушивалось, потом он делал какое-то плохое заявление, все росло. Сейчас немножко к этому рынок же, он приспособился, поэтому у нас такая пауза. Тем более, что перемирие. Так продлили перемирие. Насколько? Непонятно насколько. Левит спрашивает, Левит, подскажи. Он говорит, не знаю. Президент сам скажет. То есть я вот о чем. Как я это увязываю с Украиной, украинцами? Договориться вот сейчас невозможно. Вот сейчас по Ирану мы видим только одну модель. Если они придут, скажут, все, то есть выходят и выкатывают публике всем, персидским странам, Персидского залива, там, всем на свете. Выкатывают так, будет вот так, вот так, вот так, мы договорились, все, закончили. Стоп игра. И все такие, понятно, реакция там тоже рынков, реакция всех на свете, но все как бы куда деваться, принимают правила игры, и это типа как есть гарантии стабильности. То, что сейчас устроили этот цирк с переговорами, это напрямую же тоже и про Украину. Ну вот тоже нет, мы долго обсуждали, кто куда поехал, кто с кем встретился, а потом в конце концов пришли к тому, что они выходят, Нью-Йорк Таймс пишет, и сидят там в Майами, несколько же раундов было, приезжал Уитков, они там Донни Ленд обсуждают, в чате GPT гимн написали, понимаете, флаг зеленый, это про Зеленского, и золотой, это про Трампа, и решили отдать эту территорию Трампу, Монако там новое сделать, офшорную зону. Ой, как хорошо. Как бы в полушутку, полусерьез. Ёлки-палки. Страна гибнет, люди гибнут, военные на фронте, принудительная мобилизация. А вы там сидите, штаны протираете, черти чем занимаетесь, хотелось бы сказать. Но они этим занимаются. Вот примерно то же самое мы видим в переговорах по Ирану. Получается, что, вот я обобщу, должен быть кто-то, ну, кто выйдет и скажет, все, будет так. И все такие, окей, и так есть. А нет такого политика, ну, сейчас, чтобы пришел и сказал, значит, вот такой план, вот это все, поехали. Ну, нет такой силы. Ни Китай, ни Ватикан, ни какие-то там лондонские дворы вот эти, ни Трамп, лидер Америки. Нет этих людей. Так почему, собственно, мы не можем вырисовать какого-то субъекта, который возьмет ответственность за завершение войны? А потому что его никогда не было. И тем более в мире, когда падает гегемон, его быть не может. В мире, когда сегодня многополярность утверждается с космической скоростью. И, естественно, в многополярном мире не будет одного командира, который будет командовать. Это прежде всего. Во-вторых, знаете, это ведь в большей степени наша привычка. Мы привыкли к тому, что на предприятии есть директор, от мнения которого все зависит. Что в семье есть папа или мама. Ну уж кто там главный. В последнее время мамы все больше главные, а не папы в семье. Вот. И дети знают, что ну вот папа скажет или мама скажет, значит так и будет. Будет последнее решение. И это вливается в кровь. И люди начинают думать о мировой политике, начинают думать о мировых конфликтах, о мире. В принципе, примерно таким образом. Это является именно той основой, на которой рождаются теории заговоров. Правительство 300, масоны, ну или еще какая-нибудь дрянь. Чушь все собачья. Миром руководят реальные интересы и военная сила. И вот то, что мы наблюдаем сегодня, но я бы не стал сравнивать, вы знаете, поведение вот украинских вот этих вот переговорщиков, так называемых, вот этой украинской банды с поведением Трампа. Трамп растерян. Трамп и вся его свита, они в прямом смысле слова с выбитыми зубами, они растеряны. Ну, что означает одно заявление? Как только они не приедут на переговоры, я тогда ударю и уничтожу. Когда Иран говорит, да хватит трепаться, нам больше не интересны твои заявления. Нам не интересен твой мир и твое перемирие. Делай, что хочешь.
И Трамп что делает? Заявляет о том, что он продляет перемирие. Ему опять заявляют о том, что да нам не интересно. Делай дело. Либо выполняешь наши требования, либо нет. Произошла же такая интересная штука, знаете, когда они сейчас растерялись, то они не знают, насколько мне видится ситуация, они не знают, с кем разговаривать. Вот это послойное уничтожение многолетней верхушки власти Ирана, те, которые много лет были, с которыми можно было вести диалог. Убрав эту верхушку, они привели к власти тех людей, которые имеют эсхатологические настроения, ну, апокалиптические настроения, проще говоря. Те люди, которые, представьте себе, это все руководство КСИР. Это люди, которые имеют внутреннюю конституцию с желанием умереть за свою идею. И которых не остановит ничто. И в данной ситуации это люди, которые сегодня увидели действенность своих собственных санкций. Санкции, я имею в виду по перекрытию Ормузского пролива. Они увидели, что весь-то западный мир, и уж как минимум Западная Европа, колосс на глиняных ногах. И это же видели все. И это увидел Китай, Россия, Северная Корея. И вот сегодня идет мощное дипломатическое и военно-техническое сотрудничество по линии Россия, Северная Корея, Иран, Китай, когда эта ось укрепляется. И на укрепление этой оси беззубым, выбитым зубами американцами не получится ничего сделать. Не будет такого дяди, Александр, который что-то скажет. Мы с вами находимся в ситуации, при которой на наших глазах самым принципиальным образом меняется мир. То есть подобных событий, подобного тектонического характера событий еще, во всяком случае, за моих там почти 60 лет не было. Даже крушение советской системы это не было тем изменением мира. Крушилась советская система, оставался один лидер. Остался гегемон, Соединенные Штаты Америки, которые сегодня усиленно ищут выбитые зубы, чтобы их отремонтировать и вставить. А Иран стоит как железяка в этой всей ситуации. Так что я бы не стал сравнивать это, знаете, украинские переговорщики, украинская банда, они пока еще находятся в состоянии глубокой уверенности в своей безопасности. Они свято уверены, что их защитят те миллиарды, которые они украли, что их защитят те обещания, они же, знаете, на того же Яценюка, который сегодня приехал, да, они смотрят, Яценюку обещали Соединенные Штаты, что они его не бросят, когда он там сделает все свои дела по подготовке Украины к войне. И они выполнили. Они его забрали, они дали ему кафедру, они дали ему преподавать, выступать, умничать, они дали ему те капиталы, которые он украл, освоить. Ведь в мире на сегодня, это я уже говорю как специалист этого дела, как руководитель Госфинуслуг Украины. Так вот я говорю о том, что в мире спрятать деньги в размере больше $1000 невозможно. Все об этом знают. И точно так же они верят, эта банда Зеленского, что их прикроют, все будет хорошо, и они еще даже своего народа не боятся. Они еще уверены в том, что они в этом концентрационном лагере контролируют ситуацию. Так что они себя так ведут, они по этой причине они шутить готовы, они готовы там какие-то сказки рассказывать, а у Трампа ситуация другая. Соединенные Штаты на сегодняшний момент находятся в реальном положении, когда необходимо принимать решение, сниматься с якоря, уходить домой, удовлетворять требования Ирана. И в этом случае, кстати, украинская война закончится. Почему? Да потому что тогда вот эта связка, дипломатическая, мощная военно-техническая связка между Ираном и Россией, которая действует, даст возможность таким образом действовать на экономику, Германии в частности, например, и всего Европейского Союза, что сделает невозможным продолжение финансирования Украины. Так а зачем они, подождите, а зачем они тогда тренировочный ядерный удар готовят по Российской Федерации и Беларуси? Открыто сегодня написали, да, мы тренируемся, ядерный удар, Франция, Британия, пожалуйста, отрабатываем цели. Что, нельзя, что ли? Игра на повышение ставок, и так делают все, и в данной ситуации, когда со стороны России звучат достаточно серьезные голоса, то есть серьезных фигур, к которым прислушивается в том числе руководство России, о необходимости нанесения сначала превентивного удара, удара конвенциональным оружием,
Вот. Если не одуматься, то тогда удара ядерным оружием. Ну, а что делать политикам? Политики силы играют мышцами своими. Это поднятие ставок для того, чтобы о чем-то договариваться. В тот же самый момент есть реальность. Реальность такова, что вчера или позавчера, это было объявление здесь, многие люди собираются в отпуска, получили уведомление об отмене рейсов на летнее время. То есть Люфтганза вчера отменила 20 тысяч рейсов. Понимаете? Причина какова? А у атамана нету золотого запаса. Заправлять самолеты нечем. И вот по этой причине, знаете, война Ирана, она до такой степени показала слабость Европы сейчас только за 1 месяц. И смотрите, что мы имеем. Ну, пару цифр в конце нашего с вами разговора. Германия. Золотовалютные резервы Германии, при том, что ВВП Германии и России примерно одинаковы. Ну, там по паритету покупательной способности у России в 2 раза больше, ну, а номинально ВВП они одинаковые. Но если у России золотовалютные резервы, даже без учета там арестованных, стремятся к $1 триллиону, то у Германии только 300 миллиардов евро. А что такое для Германии 300 миллиардов евро золотовалютных резервов, когда ее бюджет, расходная часть, 450 миллиардов евро? У нее нет подушки. Понимаете, что я хочу сказать? Когда сегодня Германия усиленно ведет работу по перестройке, скажем, там, заводов Volkswagen, под военные конвейеры и хочет каким-то образом к этому готовиться к войне, она все это делает, имея на сегодняшний день ресурс в виде энергетики. А энергетика вся идет после того, когда они потеряли Россию. Вся энергетика идет с Ирана. Там же, понимаю, ну, извините, с Ирана, из Армузского, через Армузский пролив, и Баб-аль-Дебский, как он там называется, хуситы, которые контролируют. И тут и у Европы сегодня Иран и хуситы, над которыми долго смеялись, что они палками и копьями воюют, они вот так вот держат Европу за горло. И я лишний раз повторю этот тезис, что сегодня судьба мира на Украине в руках Ирана. Вот. У Ирана, и это дипломатическая связка между Россией и Ираном. Вот. Так что если Соединенные Штаты откатятся, то появятся дополнительные рычаги для того, чтобы успокоить воинствующего Макрона, поляков и эстонцев. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие, что означает кредит 90 ярдов от Европы. 5% Украина начнет возвращать свои территории. 15% Украина может удержать линию фронта, ну, то есть не дать, ну, избежать провала какого-то именно военного, военно-технического, потому что там все на войну. Ну, там можно спорить на войну, там это Европа перевооружается за счет этих денег или Украина. Но в любом случае это как бы под Украину, поэтому все понятно. Военный же кредит. 10% все закончат и скажут, что Россия испугалась. Это, я прям жду этого, если честно. Ну, понятно, это фантазийный немножко вариант. Ну, правда, вот сейчас май месяц, истекают дедлайны, выходит Зеленский, все скажут, да, все, как бы конец. Вот такие условия, все представят как победу. Это как Залужный рассказывает. Все представят как победу. И Россия представит победу, и Украина представит победу. Все победили, все закончилось. А потом сказали, что закончилось? Ну, потому что ее испугалась Россия, потужная Европы, да, то есть 90 миллиардов, и они готовы продолжать, показали свою решимость. Ну, а дальше будет как бы перемелется, мука будет. Ну и последний вариант, который победил, 70% считают, что вот эти кредиты 90 ярдов, это отмашка мясорубки. То есть сейчас начнется война в жесткую, и это лето будет достаточно... Ну, слово ярким тут не подходит, ну, таким кровавым, шокирующим, ну, в общем, эскалационным, военным. Вот такие результаты, что скажете? Ну, что я скажу? Это очень серьезное ожидание, да, и люди видят, что уже много раз они разочаровывались в ожиданиях того, что вот-вот будет потепление, и любые деньги люди воспринимают как топливо, которое бросается в топку войны. Это понятно. Я просто не вижу, что этих денег достаточно для того, чтобы Украина смогла оказать серьезное сопротивление и была серьезная рубка. Если что, избиение младенца, если эта рубка будет, да, все равно, я честно вам говорю, я не вижу достаточных экономических оснований для продолжения, существенного продолжения войны Украины. Да, Украина сегодня может перераспределять фонды. Да, она на протяжении 3 месяцев сможет держаться благодаря
этому кредиту. Да, это возможно. Но у Европы деньги могут закончиться, если конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном будет продолжаться. Вот такая многоуровневая штуковина, но на сегодняшний момент мне она кажется единственно объясняющая реальное положение дел. Да, значит, перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Да, начнем непосредственно с ваших вопросов, которые вы оставили. В клубе зрителей Шелеста QR-код, который вы видите в стороне Василия, туда можно перейти, и там, в общем, и канал поддержать, собственно, да, творчество, ну и, конечно, общаться, получить камеру, такую атмосферу. Анна там интересуется. По моему мнению, на Украине запущен план Маргентау. Уничтожение 25 миллионов человек, деиндустриализация, превращение в слабую аграрную страну без перспектив. Согласны ли вы с этим утверждением? И испугались ли европейцы пассионарности украинцев в 2022 году? Я такие мнения от немцев слышала, что с одной стороны герои, а с другой стороны сумасшедшие, и, в общем, надо от них избавиться. Ну, в некоторых кругах политических такой испуг есть, но не в том смысле, что от них хотят избавиться. Нет. Здесь уже мы пытаемся, знаете, реалии подогнать под свое видение, что ли. Вот. А реалии совсем другие. На самом деле это был третий отчаянный бросок против России. Все, точка. 53 государства составляют эту силу, которая бьет украинским кулаком. Ничего другого. С 2004 года Украина был первый государственный переворот, 2014 второй госпереворот. И 30 лет подготовки к тому, чтобы перемолотить, переделать украинца. Из нормального человека сделать его русофобом, антироссиянем, да и не украинцем-то по большому счету. Вот, все. И Украина, к сожалению, стала жертвой этого противостояния. Вот это, знаете, это эти тектонические разломы, вот эти вот цивилизационные разломы. По Хантингтону есть такая книга «Столкновение цивилизаций» у него, да. Так вот, он проводит один из этих тектонических цивилизационных разломов между цивилизацией Западной Европы и русской цивилизацией по территории современной Украины. Как раз прям по Киеву и по берегу Днепра. Увы, мы стали жертвой того, что нас решили использовать либо как боксерскую перчатку, либо как просто пушечное мясо. И мы в это поверили. Мы подумали, что это мы за свои интересы. Дудки нас используют. Значит, сообщество YouTube, Лина Востроилова, Украина интересная ситуация. Похоже, что Штаты самоусовываются. Британия хотела, как обычно, по-быстрому поживиться, но тема затянулась. В Европе сегодня удобно было забыть, кто такая Украина. Были еще в жизни до лучших времен. Значит, Россия всем подыграла в своей извечной манере. Вопрос. Украинский народ в статусе потерпевшей стороны или в статусе ответчика, поддерживающего изначально весь этот балаган? И кто выиграл по итогу? Да кто может выиграть в гражданской войне? Никто не выиграл. Потеряли все. Мы потеряли много русских солдат, много украинских солдат. На самом деле русские бились с русскими и продолжают биться русские с русскими. Только с одной стороны, к сожалению, русские бьются не за свои интересы. Вот украинские и русские, они бьются за интересы Запада. Выиграли военно-промышленные предприятия. Выиграли собственники военно-промышленного комплекса. Произошло глобальное, в планетарном смысле, глобальное перераспределение капитала. И на сегодняшний момент победили в этом перераспределении не финансисты, а именно собственники военно-промышленного комплекса, предприятия военно-промышленного комплекса. Как помните, были журналы «Крокодил» и «Перец» в советское время. И там много было карикатур в отношении того, что, например, в африканских странах идет война друг с другом. Капиталисты на этом наживаются. На каждой войне наживаются собственники предприятий, производящих средства уничтожения. Это да, это точно. Так, давайте, друзья, включим, конечно же, чат трансляции. Это тоже очень интересно. Здесь также есть ваши вопросы. Вот Александр Леонов интересуется. Значит, мнение гостя. Россия приглашена к участию в саммите Г-20. Это декабрь 26 года в Майами все пройдет на высшем уровне. Значит, что вы думаете по этому поводу? Означает ли, что все, в общем-то, и закончится к тому времени?
Это означает развитие отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в контексте работы комиссии Дмитриева. Это прямое достижение Дмитриева, ну, я не думаю, я это знаю. Вот. Когда серьезные проекты, думаю, просто у нас времени не хватит об этих проектах говорить, но они не тема сегодняшней встречи. Эти реализации этих проектов с Соединенными Штатами и Китаем уже просто невозможно без Российской Федерации. Вот. То есть война войной, а обед по расписанию. Это вопрос мировой экономики. И дальше изображать из себя обиженную девочку, этому уже 20 нечего. Без России не получается. Но тут же еще вопрос, даст ли Россия свое согласие на высшем уровне быть представленной. То есть поедет ли сам Путин или там будет просто его представительство. Но факт это то, что без России мир не получается. Так, значит, вот здесь Ирина спрашивает у вас, примут ли продолжение военного положения в мае? Как вы думаете, есть ли вариант, что не примут? Да, нет, конечно, примут. Конечно, примут. Нету никаких к тому сейчас оснований предполагать, что вот в ближайшие 2 недели что-то изменится. Нет. Угу. Пока нет. Пользователь с таким ником, да, вот юрист, вопрос гостю. Не считает ли он, что СВО это как раз и есть внутри Украины под видом ТЦК? Спасибо. Если бы еще расшифровал, было бы понятно. СВО внутри Украины под видом ТЦК. То есть русские проводят такое СВО, используя ТЦК как своих агентов. Это слишком мудрено, братцы. Нет, здесь все очень просто. Здесь есть такая же большая группа внутри, которая также решила поживиться на украинских головах, сдавая их пучками. Вот. Это все очень просто. Вопрос Волге. Вы сегодня много говорили о том, что украинцы хотят мира. На каких условиях лично вы предложили бы им мир после выполнения всех целей СВО в кавычках? Всех целей СВО. Так что имеете вы в виду? Цели СВО до такой степени плавающие, по-разному менялись эти цели, и эти красные или черные линии, там еще какие-то. То есть, я понимаю, что вы предполагаете, что Украина выводит свои войска из оставшейся части Донецкой области. Дальше принимается условие, как в Анкоридже, они договаривались, да, эта граница устанавливается, Крым по линии разграничения. Вот, то есть, Запорожье остается на территории действующей Украины, Днепропетровск на Украине, Харьков на Украине, Одесса на Украине. Харьков, я говорил, да, на Украине остается здесь. По моему мнению, важнейшим в данной ситуации является изменение политического дискурса. Изменением политического дискурса я понимаю, первое, арест Зеленского и его гвардии. Проведение независимой международной экспертизы их деятельности. В этот пучок необходимо добавить Турчинова. Это, знаете, это мое личное, это боль моя. Когда в 2014 году погибли первые мои друзья, их расстреляли в «Жигули», семью целую, танк украинский расстрелял. Вот, когда дал команду отправить войска против своего народа. После этой оценки, международной оценки, трибунала, вот после этой оценки, когда это попадет в учебники истории, одновременно подготовка и проведение выборов. Введение миротворческих сил, которые должны будут поддерживать порядок. Поскольку вернувшиеся с фронта ветераны, тем более те люди, которые пострадали во время этой войны, они имеют свой взгляд на то, кто и сколько им должен. Им должны все. И удержать ситуацию в рамках правопорядка, в рамках порядка, будет невозможно без серьезного представительства каких-то миротворческих сил. Подготовка проведения выборов, все. И ликвидация из Конституции нормы про то, что Украина двигается в НАТО. Объявление Украины нейтральной страной, работа на международной арене, той части Украины, которая останется. Работа на международной арене для того, чтобы нейтральность Украины была принята как нейтральность Швейцарии и Австрии. Точка. Украина дружественная страна по отношению ко всем своим соседям. Значит, вопрос гостю. Как считаете, после завершения войны, какие отрасли развития на Украине будут наиболее перспективны? Я вообще не вижу.
Я вообще не понимаю. Если нет, дело в том, что, понимаете, что-то производить, если это не будут покупать, это производить невозможно. В тупиковой стране, ежели Украина не поменяет своей проектности и не станет мостом сотрудничества между Востоком и Западом, она будет тупиковая. Ей нечего продавать, некуда продавать. Вот. Только в том случае, если вот эта вот работа, которую Дмитриев сегодня ведет с Соединенными Штатами, ну, условно говоря, Россия и Соединенные Штаты, которая должна во многом реализоваться на заседании G20 в декабре месяце, вот если эта работа будет двигаться, то тогда принадлежащие уже сегодня Соединенным Штатам Америки украинские недра с американскими технологиями, с ресурсами Российской Федерации энергетическими смогут что-то производить, но это, скорее всего, будет добывающие отрасли. Даже не производить, а добывать. Добывать, выкапывать, Ну, и выращивать, выкачивать из да. Украины, да, то можно. Макс, Скорее всего, это добывающие. Макс интересуется, сможет ли еще один переворот в кавычках, вот только народный в кавычках, остановить войну? Я об этом говорю все время. Я об этом говорю вот на протяжении эфира, я пытаюсь об этом сказать. Что ежели вот эта нравственная площадка, которая сегодня формируется, станет мощной, и ежели народ сможет направить свой гнев против тех, кто его на самом деле уничтожает, кто является виновником его трагического положения и уничтожения на протяжении уже минимум 22 лет с 2004 года, то, конечно, я бы тогда это назвал не переворотом. Я бы это назвал истинной народной революцией. Не кажется ли вам, что в наш век информации война в Украине как национальная установка антироссии останется навечно, и ничем уже это не исправить, и западные украинцы превратятся в террористов? Ну, в отношении Западной Украины я спорить не буду. Это такая, знаете, это традиционно территория, которая террористов поддерживала. Да, вот польский террорист Степан Бандера, у них сегодня герой, где памятники этому упырю стоят, пожалуй, в каждом селе Западной Украины. Вот. Здесь трудно об этом спорить, и я думаю, что решаться здесь вопрос должен жесткими методами антитеррористической борьбы, вот, если это будет происходить. А со всей остальной Украиной, да послушайте, уже до такой степени люди наглотались крови, беды, горя, потерь, что когда только выключится вот этот переключатель этого телемарафона, и когда просто пойдут факты, бумаги, цифры, потери, пойдут факты о состояниях, которые созданы за время этой войны, этой изуверской украинской власти, то тогда, поверьте мне, будет такая платформа, на которую можно посеять разумное, доброе, вечное. Кто будет восстанавливать Украину и за чей счет? Украину будут восстанавливать только в том случае, когда, еще раз повторюсь, она станет инвестиционно привлекательной. То бишь, что это значит? То это будет территория, на которой будет что-то производиться, и это будет покупаться. Украину будут только тогда восстанавливать, когда она вновь станет страной всех транзитов. Веками короли, цари, князья, племена дрались за контроль над транзитами. Украина – это первое явление в мировой истории, которое добровольно отказалось от мировых транзитов. Отказалась от транзита великого китайского шелкового пути. Мыслимо ли? Понимаете? Перерезала себе все артерии, все перерезала. Так вот, никто не будет восстанавливать Украину как музей. Это никому не нужно. Капиталы, они для того вкладываются, чтобы умножались. Таков принцип. Государственные капиталы, негосударственные капиталы. Никто вам не придет и не даст 500 миллиардов, 700 миллиардов или триллион для того, чтобы вы построили какие-то музеи, которые ничего не делают. Восстанавливать будут, начиная с заводов. Это так, как ЮЗ, помните, Юзовка, господи, в Донецкой области, с чего все начиналось? Рылась шахта, вокруг нее бараки строились, а потом начинал город расти. Так Донецк появился. Понимаете? То есть тогда, когда это станет выгодным, а это станет выгодным при одном условии, что Украина перестанет исповедовать изоляционистскую националистическую идеологию, а станет исповедовать идеологию созидания, мира и дружбы, идеологию сотрудничества. То есть это государство, сегодня уничтожающее Украину, будет уничтожено, и построено в этой стране новое государство, которое изменит вот эту самую проектность, о которой сегодня, слава богу, начали говорить.
Василий Волга был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за этот прямой эфир. Спасибо большое за то, что присоединились. Друзья, подпишитесь на Волгу. Ссылки в описании. Телеграм-канал, YouTube-канал. И, конечно, до новых встреч. Всем всего хорошего, друзья. Берегите себя, добра и света.